Мировая закулиса-то все-таки есть. Рептилоид. Нихуя. Америку в кулаке держат 200 крупнейших корпораций. Комок власти, он как раз не меняется ни хрена. То, что другие давно делают, мы этого не можем делать. Это какое-то заколдованное место. Как нищие были, так нищие останутся. Замысел, замысел, сделал его сам и сам целомерен. Игорь Владимирович, сейчас очень много разговоров о том, что крупные корпорации рулят всем, стали чуть ли не выше государств, и условный Facebook – это круче и влиятельнее, чем Соединенные Штаты Америки. Что вы думаете об этом? Я думаю следующим образом. Государство порождает корпорации для того, чтобы доминировать, для того, чтобы решать государственные задачи и так далее. А потом, когда корпорации становятся большими, между государством и корпорациями разворачивается форменная война. В этой войне кто сильнее, кто круче, кто побеждает? Дело в том, что есть еще третий участник. Это новый тип корпорации. Корпорация, которая владеет выдачей алгоритму, выдачей тебе в ленту Фейсбука информации в определенном последовательности, в определенном порядке, что будет влиять на то, как ты думаешь, что ты чувствуешь и так далее. На твои решения, на твое все. Поэтому это третий игрок. Facebook, Amazon, Alibaba, Google, Apple. Я могу продолжать дальше, и все это корпорации алгоритмов. То есть теперь три участника этой всемирной войны: государства, то есть держащие власть, классические корпорации, держащие деньги, ресурсы, там все остальное, и корпорации алгоритмов, которые держат алгоритмы, по которым живет человечество. Алгоритм выдачи рекламных сообщений, алгоритмы поиска, алгоритмы, в какой магазин мы завтра пойдем и что купим, алгоритмы всего. Кто сильнее из трех? Кто сильнее? Ответ на этот вопрос обычно на ринге показывает валяющийся, кто-то в нокауте, да, и кто-то такой торжествующий ему руку поднимает, да. Но я не вижу сейчас, что кому-то подняли руку. Тем не менее, если рассматривать конкретный эпизод, в частности, например, недавний эпизод, когда Джек Ма, один из феноменальных представителей алгоритмических корпораций, задумал произвести самое большое финансовое IPO в мире и неожиданно на месяц пропал. Пропал, его никто не видел в Китае месяц. А теперь он уже 8-й месяц не появляется на публике. То есть не так давно он вдруг появился, но сказал, что больше я не буду высказываться. Что с ним случилось? Ему что, может, ему вакцину какую вкололи? Типа молчуна, да, то есть молчи. Кто? Конечно, Компартия Китая. Ему сказал: ты стал слишком крупный, слишком заметный, и ты заходишь на наше поле. Ты своими алгоритмами влияешь на то, как люди думают, что люди чувствуют, что люди мыслят, как они будут учиться, что они будут придумывать про свое будущее, а у Компартии Китая есть свое представление о будущем Китая и так далее. Пожалуйста. В этом эпизоде конкретно Джек Ма, влиятельнейший человек в мире, пошел в нокдаун. Уже 8-й месяц он находится в нокдауне. Я не думаю, что государство победило Джек Ма, но в этом эпизоде произошел нокдаун. Игорь Владимирович, а если говорить не о Китае, который, достаточно такое тоталитарное государство, и там Компартия Китая все решает, а о более демократических обществах, там государство также действует и побеждает, или там какая-то другая система? Устройство Китая принципиально другое по сравнению с устройством Америки. В Китае есть Компартия, да, есть организация, которая держит весь Китай вот так вот в кулаке. Америку в кулаке держат 200 крупнейших корпораций, 200 семей, которые владеют 200 крупнейшими корпорациями. Вот и все. Поэтому эти 200 крупнейших корпораций, в общем-то, не очень заинтересованы в том, чтобы алгоритмические корпорации, такие как Facebook, такие как Telegram, недавний скандал с Телеграмом, да, в Америке, да, они подвигали бы, да, классические корпорации. Да. Поэтому власть в Америке
постоянно меняется и видоизменяется для того, чтобы не допустить сильный захват власти новыми алгоритмическими корпорациями. То есть Америка — это один сплошной комок власти, так, которую держат крупнейшие классические корпорации. И они будут бороться за эту власть до конца. В Китае другая ситуация. Поговорили про Америку и кто ей управляет. Россией управляет кто-нибудь? Да мы не знаем сами об этом, понимаешь? Мы сами не можем об этом догадаться. В России все постоянно меняется, однако неизменным остается маразм и застой. У нас как раз не меняется ни хрена. У нас все стабильно. Поэтому мировая закулиса много раз уже пыталась добраться до России. Французы приходили, замерзли, ушли куда-то. Ну, татаро-монголы куда-то тоже делись, да. Потому что умом Россию ни хрена не понять, и мы сами не знаем. Это какое-то заколдованное место, короче. Ну ты представляешь, ну я тебе сейчас докажу на пальцах, почему оно заколдованное. Самые лучшие природные ресурсы у нас. Водяные, лесные ресурсы, люди неплохие, да. Но у нас самая низкая экономика. Одна из самых низких экономик вообще в мире, на уровне там самых отсталых африканских стран. Понимаешь, заколдованное место. Но некоторые называют гиблое место. Я не считаю так, что гиблое. Нет, просто заколдованное. Давай вот такой тебе пример. Да? Вот немецкий вермахт, когда делал блицкриг и захватывал Советский Союз, ну, у них был четкий план, что они захватывают европейскую часть Советского Союза, где расположены все основные фабрики, заводы, там, тяжелые техники, тракторные. Ну, в общем, Советский Союз не может производить танков, ну ничего не может производить. И они там буквально там за несколько месяцев, так сказать, заехали почти пол России, ну всю европейскую часть там захватили. Люди из Советского Союза как-то смогли за 4 месяца эвакуировать тяжелую промышленность за Урал, понимаешь, немецкие инженеры потом сказали, этого не может быть, ну бляха-муха, ну это же это есть. Понимаешь, поэтому через 4 месяца уже снаряды, танки стали производиться и на Нижнетагильском там заводе и так далее. Вот и все. Поэтому на самом деле я тебе говорю, место заколдованное. То есть мы можем делать то, что другие просто не понимают. Но мы не можем делать то, что другие давно делают, мы этого не можем делать, понимаешь? Место заколдованное. У нас вопрос основной звучит, кто управляет миром, и этот вопрос часто порождает в людях огромное количество конспирологических теорий. Кто-то там в рептилоидов верит, кто-то в масонов верит, кто-то там еще во что-то верит, в мировое правительство. Как вам кажется, почему так много людей верят в подобные вещи? Да, люди хотят объяснить себе то, чего они не понимают. Непонимание порождает огромные затраты энергии психической, физической, ну все, буквально истощает человека, изнашивает, да? Вот, поэтому человек хочет найти объяснение. А история с рептилоидами и с наличием того, ну вот этот управляет, она очень четко объясняет, вот этот управляет. И ты закрываешь тему вот этих душевных там метаний. Вот. Потому что разбираться в деталях, в длинных построениях, и держать в уме вот эту вот всю карту мультиагентного взаимодействия там, институтов развития, да, людей с разным воспитанием и так далее, да, держать эту всю карту в голове — это очень затратно. Поэтому лучше найти какую-то простую вещь, смотри, вот, абрикос, понятно? Точка. Рептилоид. Или что там, мировая закулиса. Мне кажется, мы сейчас расстроим наших зрителей. Расстроим, потому что, ну, как бы, получается, как бы ерничаем над тем, что мировая закулиса это все-таки есть, да? А мы тут говорим, что это все как бы херня. Не херня, не херня. Редактор у меня сегодня придумал, что мы сделали как бы так, что типа мировой закулисы не существует. Но мы-то с вами все понимаем. Учитывая то, что вы рассказали, что есть 3 основных игрока, это алгоритмы корпорации, это классические корпорации, это государство. Вот эта большая игра, она приводит к тому, что благосостояние людей обычных растет, или они от этого, наоборот, страдают? Разница между богатыми и бедными будет увеличиваться. Алгоритмические корпорации очень четко продемонстрировали это. Способность властей сделать счастливыми и богатыми своих граждан, ну, это мы уже давно проверили. Никогда такое не было и сейчас не будет. Окей. Корпорации классические тоже облажались. Ну, все, что им нужно, это
Рабочие. Рабочие, служащие людей, то есть они не заинтересованы в процветании. Единственное, что хочу сказать, что у алгоритмических корпораций и у классических корпораций есть представление о том, что следует немного все-таки повышать уровень достатка людей, ну, чтобы люди чувствовали, там, ну, имели деньги на житье-бытие, на образование, на обучение, и в целом увеличилась их бы трудовая работоспособность, или, там, интеллектуальная. Поэтому станут ли люди богаче? Да, люди станут богаче чуть-чуть. Но это чуть-чуть, это будет, ну, знаешь, как бы принципиально ничего не изменит. Ну вот как нищие были, так нищие останутся. Как Гуриев, мой товарищ, когда мы спорим с ним про Африку, он говорит: ты знаешь, раньше африканцы жили на $2 в день. Это была беднота, нищета. А сейчас, говорит, живут на $4. Ну ты говоришь, видишь, какой рост. И это связано с тем, что английские и западные институты помогли этим африканцам. И вот они теперь не на 2 живут, а на 4. Я говорю, но в целом, да, экономическая рента этих африканских стран, да, в основном уходит англосаксам, которые купили рудники, эксплуатируют этих ребят и так далее. Он говорит, ну, в общем, да. То есть смотри, я уж не буду говорить про инфляцию, доллары и так далее, что $2 вчера и что $4 сегодня. То есть это ничего. То есть, но экономисты западные, к которым себя причисляет мой товарищ Гуриев, говорят, ну, это же все-таки рост. Но стало ли от этого процветание в Африке? Нет, конечно. И нам нужно, ну, если вот нам нужно, я говорю, если я задался вопросом, а что делать, да, надо искать принципиально другой уклад жизни, то есть, грубо говоря, ну, такой некий неокапитализм. Потому что капитализм с алгоритмическими корпорациями — это жесть. Это просто жесть. Это называется отэксплуатировать все по полной программе, знаешь, как, по самые уши. Поэтому на смену, ну, вот такому махровому капитализму должен все-таки прийти какой-то другой капитализм, ну, с человеческим лицом. Ну, точно не социализм, про который там говорили, там, да, у всех все отнять и поделить. Это тоже не работает, потому что те, кто будут делить, они все опять своруют себе. Уже проходили, не летает. Вот. Новый уклад должен быть. Те владельцы новых алгоритмических корпораций, да, очень богатые люди, когда их обязанностью будет и ответственностью, да, чтобы рост благосостояния людей в стране был значимым. Если сейчас посмотреть на бизнесменов, которые есть во многих странах, бизнесмен вам скажет, не, наше дело вот бизнес, бабки зарабатывать. А потом на эти бабки купить яхту, Куршавель ездить и так далее, да, подожди. То есть у них нету в перечне их обязанностей построить детский сад, школу, там, дворец культуры или какие-то общественные организации. Нету. Но отрегулировать это можно только одним: прийти к такому укладу и закрепить этот уклад законами. Я знаю, что мировая закулиса стремится именно к этому. Почему? Если так не будет, будет мировая революция. И вот эти молодые люди, которые сейчас без работы на биржах труда и так далее, они будут сбиваться в стайки, да, ну, грабить, убивать, и начнется массовое, ну, безобразие и так далее. И вот эти волнения там в Америке или там вспыхивающие иногда там в России, в Китае и так далее, они это предтечи. Люди всегда боятся, что кто-то когда-нибудь захватит весь мир и будет им управлять. Но при этом в истории не было случая, когда это удавалось. Очень много было людей, вроде Гитлера, Наполеона, того же Александра Македонского, которые хотели это сделать. Но это не получилось. Почему это не получалось и не получается? Понимаешь как, в мире людей, которые действуют в основном спонтанно, потому и не работают никакие предсказания, прогнозы и так далее, потому что, ну, представь себе, когда миллионы или даже миллиарды спонтанно действующих агентов, то, ну, кто-то назовет это большой хаос, который может быть упорядочен, ну, в каких-то кластерах, в местах, но эта упорядоченность опять же сменится опять хаосом или возникнет другой порядок. Ну, давай так, хаос как иная мера порядка. Вот. Именно поэтому любой человек,
Наполеон, Гитлер ли, Сталин ли, там. Чтобы они не думали о себе, какие бы замыслы бы у них не были, и чтобы они не делали. Даже если у них что-то получалось, то на ограниченном участке, да, в ограниченном времени, а потом все опять рассыпалось. Так же, как Римская империя растворилась, и на обломках нее возникли новые формы и так далее. Вот и все. Поэтому не то, чтобы это невозможно, чтобы не появился кто-то. Он постоянно появляется. Но говорить о том, что это продлится какое-то значимое время, ну, с точки зрения значимости вот, истории даже людей, я уж не говорю про значимость с точки зрения истории там, живых организмов на Земле, ну нельзя. Нельзя, не будет. Вот и все. И это в силу спонтанности живых существ. Мы живые, и в этом наша сила. Мой замысел, это есть замысел, я имею замысел, это мой замысел, это мой замысел, мерит мой замысел, мой хайфей, это замысел.